Кремль шлет жесткий сигнал. Под самый старт переговоров в Швейцарии Россия ставит ужасный рекорд. План Путина окончательно провален. Показатели на минимуме и тянут за собой часть экономики. В чем причина? РФ стягивает силы к границе с НАТО. Страна, которой угрожал Медведев, бьет тревогу. Жесткий ответ друзьям Москвы. Венгрия и Словакия экстренно ищут выход. Что произошло? Об этих и других самых главных событиях к вечеру вторника, 17 февраля. Спасибо, что вы с нами. Вместе отделяем важное от шума. Я Алексей Бурлаков. Это «Нехта». Начинаем прямо сейчас. Третий раунд трехсторонних переговоров Украина, США, Россия проходит в Женеве и впервые с начала полномасштабной войны на европейской площадке. На фоне заявления Дональда Трампа о том, что Киеву лучше как можно быстрее сесть за стол переговоров, Россия говорит о более широком разговоре и отдельно выносит территориальный вопрос. Украина собирается продавливать энергетическое перемирие и гуманитарный трек. Киев представляют Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Вадим Скибицкий, Сергей Кислица, Андрей Игнатов и Давид Арахамия. От США приехали Стив Уитков, Джаред Кушнер и Даниэл Дрискл. Россия понизила статус делегации, формально возглавляет ее Владимир Мединский. При этом в составе упоминаются Игорь Костюков, Михаил Галузин и другие. Также прибыл спецпредставитель Кирилл Дмитриев. И многие эксперты считают, что добиться результата будет сложно. Многие, но не Дональд Трамп. Это очень большие переговоры. Это будет очень просто. Послушайте, на данный момент Украине лучше как можно быстрее сесть за стол переговоров. Вот что я вам скажу. Мы находимся в таком положении, что хотим, чтобы они пришли. В преддверии переговоров Россия традиционно показала свою миротворческую сущность и перед рассветом нанесла комбинированный удар по Украине. Сирены звучали практически по всей стране. Более того, даже в соседних странах воздушная оборона была приведена в состояние повышенной боеготовности. По Украине летели «Искандеры», крылатые Х-101, Х-59-69 и 396 ударных беспилотника разных типов. Около 250 из них – «Шахеды». ПВО ликвидировало 392 цели, при этом баллистика прорвалась, зафиксированы попадания 4 баллистических ракет и 18 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 8 локациях. Часть вражеских беспилотников еще оставалась в воздухе. Взрывы и последствия фиксировали в ряде городов. Это Одесса, Днепр, Кривой Рог, Львов, Ивано-Франковск, Бурштин и Запорожье. Сообщалось о пожарах, повреждениях инфраструктуры, перебоях с водой и отоплением. В Одессе поврежден энергообъект ДТЭК и пострадали люди из-за попадания в многоэтажку. В Бурштине пропали тепло и горячая вода, в Днепре пожары, повреждения админзданий и автомобилей. Нефтяная отрасль РФ скоро будет занесена в Красную книгу, как особо быстро исчезающая. Добрые, но неопознанные дроны навестили участников нефтеперерабатывающего процесса с официальным визитом. Их встретили фейерверками. Минувшей ночью дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Местные жители сообщают о более чем 10 взрывах в районе поселка Ильский, после чего на территории завода вспыхнул крупный пожар. Оперативный штаб региона подтвердил атаку, но без деталей по повреждениям. Власти заявили о 2 пострадавших. На фоне угрозы аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика приостанавливали работу минимум на 4 часа. Воздушная тревога звучала также в Новороссийске и Славянске на Кубани. Параллельно около 3 часов ночи взрывы слышали на окраинах Казани и в Нижнекамске, это в Татарстане. Местные паблики писали, что после них в одном из районов Казани пропало электроснабжение. В Новом Хушете под Махачкалой на газонакопительной станции взорвалась и загорелась цистерна со сжиженным газом. Там погиб оператор. После ЧП осталась утечка газа из-за неисправностей. Полностью перекрыть ее к 17 февраля так и не смогли. Жителей вывезли в пункт временного размещения в школе номер 6 Махачкалы. В столице Дагестана ввели режим повышенной готовности и развернули оперативный штаб. Ужасный рекорд. Вот чем первый месяц 2026-го может записаться в мировую историю. Минобороны Украины заявила, что в январе Россия выпустила по стране 91 баллистическую ракету. Это самый высокий месячный показатель за все время войны. Также в ведомстве напомнили о рекорде по управляемым авиабомбам. В январе РФ применила 5700 кабов, максимум за войну. А 18 января выпустила 316 единиц за сутки. Предыдущий
Ежемесячный максимум, по данным Минобороны, был в октябре 2025 года – 5300 кабов. На фоне роста таких ударов Минобороны говорит, что работает над ускорением поставок ракет для Patriot, наиболее эффективной системы против баллистики на вооружении ВСУ. По данным ведомства, на последнем заседании формата «Рамштайн» договорились о срочной передаче ракет со складов европейских партнеров. Посмотрим, сможет ли это помочь сдержать агрессора. Информация вылезла наружу. О российских так называемых легионерах тоже известно, но их присутствие Москва предпочитает скрывать. Но тут не получилось. Россия все сильнее держится на иностранных бойцах, потому что собственные потери уже обгоняют темпы вербовки и мобилизации. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хилли в комментарии Bloomberg. По данным, которыми с ним делилась украинская сторона и западные партнеры, за последние 2 месяца РФ теряла людей быстрее, чем успевала пополнять. На этом фоне Москва, по его словам, все больше опирается на тысячи иностранцев, включая рекрутов из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала, которых нередко заманивают под ложными предлогами и затем принуждают к службе. Отдельно он оценил число северокорейских военных на стороне РФ примерно в 17 тысяч. Bloomberg пишет, что в январе Россия понесла примерно на 9 тысяч больше потерь, чем смогла компенсировать, а Владимир Зеленский назвал цифру 30 тысяч погибших российских военных за январь. Западные чиновники при этом считают, что Россия способна ввести войну весь 26-й год за счет кампаний вербовки, разгона оборонного производства и внешней поддержки. А в Лондоне предупреждают, даже мирная пауза может ускорить восстановление армии РФ и усилить угрозы для Европы. Ядерная война ближе, чем кажется. Подготовка к ней, похоже, идет полным ходом. Россия наращивает стратегический, в том числе ядерный потенциал у границ Финляндии. И это все больше напоминает логику холодной войны. Министр обороны страны подчеркнул, что ключевой центр силы РФ в регионе – это Кольский полуостров. Там сосредоточены ядерные возможности, подлодки и дальние бомбардировщики. Поэтому Арктика остается критически важным направлением для европейской обороны. Они строят новые военные объекты вдоль нашей границы, как в годы Холодной войны. Было бы разумно следить за Арктикой и развивать арктические возможности. По его словам, НАТО нужно усиливать бдительность на Крайнем Севере, а Финляндия параллельно наращивает собственные возможности, участвует в программе SAFE по финансированию совместных оборонных закупок в ЕС и рассчитывает получить около $1 миллиарда, значительную часть которых планирует направить на бронетехнику и беспилотники для сухопутных войск. Хяккянен отдельно отметил, что несмотря на планы Европы укреплять самостоятельные оборонные способности, в краткосрочной и среднесрочной перспективе континенту все еще нужна военная помощь США. Это имеет решающее значение для европейской безопасности. Орбан и Фицо получили жесткий ответ. Подбить еще одну страну на сотрудничество не вышло. Венгрия и Словакия попросили Хорватию помочь с поставками российского топлива в обход Украины. Предлагается использовать нефтепровод «Адрия» на фоне проблем с дружбой и остановки транзита в прошлом месяце после ударов по украинской энергетике. Мы готовы помочь решить острую проблему с перебоями в рамках права Европейского Союза. Трубопровод «Адрия» готов, значит, для любой страны ЕС. Больше нет технических оправданий, чтобы оставаться привязанной к российской нефти. Баррель, купленный у России, может казаться некоторым странам дешевле, но он помогает финансировать войну и атаки на украинский народ. Инфраструктура не меняется за одну ночь. Нарративы иногда да. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто объяснял просьбу тем, что санкционное исключение позволяет импорт российской нефти морем в случае перебоев с трубопроводными поставками. Поэтому Будапешт и Братислава хотят задействовать маршрут через Хорватию. Бэби-бум сорвался, повышение рождаемости отменяется. В России быстро сокращается число магазинов детской одежды. В январе 2026 года в городах-миллионниках насчитали около 8100 точек. Это на 16% меньше, чем год назад, и почти на 25% меньше, чем в 2021 году. В Москве за год закрылось примерно 16% таких магазинов, а за 5 лет около 20%. Сейчас осталось порядка 2000 точек. Давление на рынок связывают с падением рождаемости и снижением продаж детских товаров. По данным платформы ОФД, в 2025 году продажи детских товаров упали на 8%, а одежда и обувь проседали двузначными темпами. При этом Росстат засекретил ежемесячную статистику по рождаемости, а последняя публичная оценка за 2024 год – это минимум с конца 90-х.
Осло признали самым зеленым городом мира. В индексе зеленых городов оценивали долю зеленых зон, доступность общественных рекреационных территорий и качество воздуха. Столица Норвегии набрала более 77 баллов из сотни, а 95% жителей, по данным отчета, живут ближе, чем в 300 метрах от зеленых зон. В Осло развивают карманные парки, а также создали первую в мире пчелиную магистраль. Сеть точек с цветами и укрытиями для насекомых, проходящую через город. Второе место занял Вильнюс, более 72 баллов. Примерно 61% площади города занимают зеленые территории. Есть более 1500 километров пешеходных маршрутов и развивающаяся велосеть, около 140 километров. Далее в топ-10 вошли Хельсинки, Вена, Канберра, Сидней, Стокгольм, Сингапур, британский Рейдинг и Мюнхен. Уверенный шаг к контролируемому интернету. Провластные российские СМИ пишут, что с 1 апреля Telegram в России могут полностью заблокировать. По их данным, Роскомнадзор якобы начнет глушить мессенджер по всей стране, по схеме, которую раньше применяли к Instagram и Facebook. Официального подтверждения этому нет, но источники в ведомствах, на которые ссылаются публикации, утверждают, что решение уже готовят. А мы напомним, что подготовили решение, как можно оставаться на связи, не обращая внимания на ограничения Роскомнадзора. Безопасно и удобно. Мы разработали собственный VPN. А в прошлом выпуске мы говорили о том, что Кремль нашел лазейку. В МИД прозвучала формула, которая сводит разговор о мире к одному пункту – устранение президента как условие завершения войны. Москва перезапускает пригожинскую сеть, диверсии, теракты, нападения, формат войны без флага возвращается в игру. США собирают Европейский альянс, но что это? Предвыборный блок партнеров Вашингтона или клуб аутсайдеров? Первое открытое признание полноценного участия в войне. В столице выделяют целый квартал для наемников. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже утром.